Добрый день, уважаемые зрители и слушатели. С вами «Геоэнергетика», я Борис Просанкевич. И вы, надеюсь, что уже увидели в кадре Павла Яковлева, бессменный руководитель портала «Атомная энергия 2.0». А если мы собрались в таком составе, это значит, что мы попробуем зачерпнуть хотя бы немножечко наших атомных новостей. Их много, я думаю, что надо встречаться чаще, тогда мы их больше сможем озвучивать. Павел, добрый день. Приветствую вас, зрители. Ну, с чего начнем? По государственному подойдем. С самого главного. Опубликована генеральная схема размещения объектов генерации на период до 2042 года. Это напрямую касается, разумеется, Росатома, потому что то поручение, которое от президента прозвучало, доля атомной генерации в общем балансе должна составить 25%. Вроде бы и небольшое увеличение, если в процентах смотреть. Сейчас порядка 20, надо 25, ну, казалось бы, 5%, но на самом деле это глобальная программа получилась, тем более, что нужно выводить из эксплуатации реакторы РБМК тысячные, реакторы большой мощности канальные, уран-графитовые. Это общим мировым мнением признано после Чернобыльской катастрофы тупиковые ветви, не развиваются, хотя на самом деле очень удобные, очень хорошие, развивать бы и развивать, но решение принято. Надо выводить старые, надо строить новые, и, соответственно, за этими 5% надо гнаться. Павел, что напланировали системные операторы, которые отвечают за единую энергосистему России, и Росатом со своей стороны? К какому согласию, не согласию, не поругались они там, договорились? Борис Ильич, запланировали много. И я бы сказал, много инновационного, много нового, много передового. Это и плавучие энергоблоки, это и малые атомные станции, это и энергоблоки средней мощности, которые преимущественно будут строиться на Дальнем Востоке. Ну, естественно, наша линейка крупных промышленных реакторов ОВР-1200, ТОИ. Теперь они приобрели новые названия ОВР-оптимизированные. И, наверное, самое интересное то, что озвученный ряд новых площадок, и на одной из них мощность всего будущего промышленного энергокомплекса достигнет 5 гигаватт. Это будет первый в мире промышленный энергетический комплекс на быстрых реакторах. На быстрых нейтронах? Да, на быстрых нейтронах, где будет также практиковаться переработка топлива. И это уже будет значительно больший масштаб, чем то, что мы ожидаем видеть в Северске, там, где сейчас строится Брест. И это действительно будет знаковый момент, я считаю, для нашей отрасли, когда к 1940 году мы увидим так называемый промышленный энергокомплекс с 4 энергоблоками, с реакторами на быстрых нейтронах, общей мощностью 5 гигаватт и предстанционным топливным циклом. Да, то, что я неоднократно, по-моему, уже рассказывал, то есть переработка облученного ядерного топлива – это не перевозка через полстраны на завод по переработке, тут же рядышком со станцией перерабатывается, причем для того, чтобы все, что получится в результате переработки, отправить обратно в активную зону уже в виде свежего топлива. То есть такое то самое замыкание ядерного топливного цикла, но в пределах одной площадки, без перевозок дополнительных. Ну и, собственно, без отходов. Красноярская АЭС. Да, их, по-моему, две. Еще и Южноуральская будет. Да. Это где маяк? Ну, это понятно. Там родина нашего промышленного атомного проекта, и, собственно говоря, и заводы по переработке, там маяк, начало и так далее, и так далее. Первый промышленный реактор, реакторы по наработке оружейного плутония, все оттуда. Ну, военная программа закончилась, специалисты есть, компетенции там более чем достаточно для того, чтобы строить уже что-то мирное, спокойное. Единственное, что я вот не знаю, как на тебе, но то, что обозначение вот в генеральной схеме системный оператор, видимо, оставляет какое-то поле деятельности, или интригу, или, может быть, Росатом действительно имеет право сам решить, потому что если посмотреть, как обозначены реакторы на быстрых нейтронах, РБН, реакторы на быстрых нейтронах, свинцовый, натриевый, никаких расшифровок, реакторы на быстрых нейтронах. И есть еще РБН оптимизированный. Ну, это
отдельная тема. То есть я думаю, что надо ждать каких-то сигналов из Росатома или умудриться найти возможность кому-то задать вопрос, где какие реакторы будут стоять, потому что на 1200 у нас может быть как реактор с натриевым теплоносителем, так и со свинцовым. БН-1200М, который уже планируется, кстати, к строительству на Белорусской АЭС, и БР-1200. Ну вот, а в схеме, которую выдала на гора системный оператор, просто реактор на быстрых нейтронах. Дальше разбирайтесь как хотите. Ну, в принципе, системного оператора можно понять, его интересует только мегаватты, а уж что там горит или не горит, важно, что это должно быть. Ну и, во-первых, это такой масштабный приход в Сибирь. В Советском Союзе мы там ничего не строили, планировали в Приморье. И в Приморье теперь тоже планируются две площадки, Хабаровская и Приморская, то есть для Владивостока и для Хабаровска. Причем тут тоже надо следить за событиями. Вроде бы генеральная схема опубликована, но другое дело, что она еще не утверждена. Есть время для обсуждения, для направления замечаний, пожеланий и прочего. Сайт открыт для всех. Специальное приложение на сайте системного оператора. Если у кого-то какие-то мысли по поводу того, что вам не хватает электростанции, или вы считаете, что она здесь лишняя, вам и так хорошо в темноте и в холоде, можно писать, направлять замечания, правда, попросят авторизоваться. Вот две площадки эти отмечены. Отмечено, что там будет строиться действительно средней мощности, 600 мегаваттники. Но тут только что вот мы с Павлом записываем в день завершения Восточного экономического форума нашу передачу. Прозвучало пожелание президента России, которое, так скажем, как бы это помягче, подипломатичнее, разошлось с мнением Министерства энергетики, системного оператора и всех остальных. И сразу же после выступления Владимира Путина на пленарной сессии неожиданно начались разговоры о том, что это все-таки будет 1000-мегаваттники. Мне кажется, что Владимир Владимирович прав, потому что спрос на электроэнергию на Дальнем Востоке растет очень быстро. И на том же ВЭФе и выступавший глава комитета по энергии Госсовета, президент республики Саха-Якутия, говорил о том, что действительно это уже тормоз. Отсутствие электроэнергии – тормоз для развития такой небольшой республики, как Якутия, крохотной. На той же сессии энергетической выступил руководитель Комсомольска на Амуре, который сообщает о том, что город на грани необходимости закрытия предприятий, не хватает электроэнергии. Поэтому у меня есть подозрение, что мнение Владимира Владимировича будет преобладающим. То есть планировалось 4 реактора по 600 мегаватт. Не исключено, что это окажется 4 реактора по 1000 мегаватт. Почувствуйте разницу. Или даже 1200. Или 1200, вероятнее всего. То есть в 2 раза больше. Кстати, вице-премьер Александр Новак на этой неделе отметил, что у Москвы уже есть энергодефицит, и с ним надо что-то делать в ближайшее время. Ну, это да. Но, на мой взгляд, вот, есть 2 подхода к развитию энергетики. Один не то, что придуманный, а апробированный со времен плана ГЛРО, опережающий развитие энергетики, то есть сначала энергетика, потом все остальное. И есть те законы, в поле которых Россия существует с момента реформы РАО ЕС России. Результаты мы видим. У нас сейчас уже отчетливо виден дефицит на юге России, объединенной энергосистемой Юга. У нас прогнозируется дефицит на юге Сибири. В 2 захода удалось провести все-таки тендер. И у нас очевиден дефицит на Дальнем Востоке. Но Дальний Восток тоже вот такая фраза. Там один из субъектов федерации, он бескрайне бесконечный. И если говорить о генеральной схеме, то для Чукотки, Камчатки как-то не очень много строительства предусмотрено. А может быть, надо бы и побольше. Будем смотреть. Чукотка, тем не менее, остается инновационным регионом. Чукотка самый атомный наш регион, да. Тут с этим не поспоришь. Запланировано Баемский ГОК, 4 плавучих энергоблока. Это уже не те реакторы, которые стоят на Академике Ломоносов, это ритм 200-е
с какой-то буквой там, по-моему, да? С. С, судовой. 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 Это сразу 8 таких реакторов. Так что там, правда, какая-то тоже договор о их строительстве был подписан с компанией, которая собиралась инвестировать в проект развития Баимского ГОКа. Это медно-золотое месторождение, такое полиметаллическое на самом деле. Основной объем, конечно, медь, но там и золото, там и серебро, то есть вот все это вместе. В связи с событиями в Европе, они какие-то там санкции придумывают и прочее. Та компания ушла, пришла новая, новая тоже ушла, пришла сверхновая, но Росатом спокойно занимается своим. То есть там мельтешат заказчики, они в конце концов становятся, но проект непростой, это и сам корпус надо подготовить, и вся работа с реакторами связана, и так далее, и так далее. То есть отвлекаться на то, что там кто-то пришел, ушел, надо работать. Ну и на Чукотке, по-моему, еще что-то планируют. Еще 2 инновационных микрореактора. Один из них Шельф-М, другой Елена АМ. Елена, это, по-моему, вообще передвижной какой-то. Не транспортируемый? Нет, скорее всего, это планируется стационарный. Вот, он разрабатывается Курчатовским институтом, тоже около, по-моему, даже менее 10, может быть, даже 1 мегаватт. Что-то такое вот. Шельф-М, по-моему, 10. Шельф-М 10, да. Ну, Шельф-М там Росатому повезло. Он пока таких не строил, но он сумел договориться с компанией, у которой есть лицензия на разработку месторождения Савиная на Чукотке. Как у них там прошли переговоры, лицензия у компании «Атомредмезолото», дочерняя компания. Вот там они как-то сумели договориться. Там 10 мегаватт должно быть достаточно. Шельф-М, он же и тепловую энергию может вырабатывать совершенно спокойно. То есть там всего достаточно. Савиное месторождение, ну, не часто такие бывают. Атомредмезолото долго к нему подбирался. Достаточно глубокое залегание руды. Непонятно, то ли шахты строят, то ли еще что-то. Но проверили руду, породу, которая лежит сверху, выяснилось, что там порядка 100 тонн золота. И Атомредмезолото, вспомнив, как он называется, решил, ну так и быть. Мы сначала разработаем все, что касается золота, и как раз доберемся до породы, которая содержит уже урановую руду. Вот, 2 этапа. Ну и я удивился, что совершенно твердо уже в генеральной схеме стоит 2 малых реактора для Якутии. Они сейчас же вроде бы 1 строится. Будет, получается, 1 энергоблок с 2 реакторами по 55 мегаватт каждый, 110 мегаватт, ритм 200 Н. То есть они удвоят сейчас. Ну и первоначальный план был, что хватит 1 блока, значит, видимо, какие-то планы расширились. Чтобы... Ну, пока еще точных новостей на эту тему не было. Где-то кто-то говорит 2, кто-то говорит 1. Но... Системный оператор написал большими буквами 2. Но в этом и идея модульной конструкции, что ты можешь оптимизировать эти малые модульные реакторы с точки зрения инфраструктуры и их, так сказать, делать мультимодальную сборку. Ну, то есть вырастает потребность, привозим следующий блок, потихоньку растем. В общей сложности мы вдвоем с Павлом насчитали 37 новых блоков с учетом реакторов замещения. Выключаются РБМК-1000 на Курской, на Смоленской. И на Ленинградской. Да, Ленинградская почему-то схема вообще не вошла. То ли решили поскромничать, то ли системный оператор куда-то поторопился. Но Ленинградская атомная электростанция в своем первоначальном виде это 4 реактора РБМК-1000. 2 из них уже не работают, но работают уже 2 ВВР-1200. И вот в таком же режиме это и будет продолжаться. 7-й, 8-й блок строится, 3-й, 4-й отключается. В схему не вошло, по каким причинам, не знаю, все-таки небольшая разница есть. Ритм РБМК-1000 и ВВР-1200, ну, по названию понятно, что это немножко разные станции, но, тем не менее, в генеральной схеме нету. Борис Леонидович, пока мы слишком далеко не ушли от наших инновационных проектов, надо еще вспомнить Норильскую. Да, еще одно чудо, на самом деле тоже инновационное, такого еще не было. Если, конечно, в Норильске все будет благополучно, потому что там ходили какие-то слухи, что часть производства собираются выводить в Китай. Ну, проговорили, и дальше какая-то тишина. Видимо, если это попало в генсхему, да. у Росатом считают, что все будет в порядке.
Ну, у Норильского никеля с Росатомом очень тесные отношения. Как известно, они разрабатывают совместно Калмазерское месторождение, даже компанию сделали общую. И сейчас вообще это глобальный тренд для крупных промышленных гигантов, химических по добыче полезных ископаемых, ставить для себя декарбонизированные источники. Вот, исходя из мировых новостей, компании, вот одна из компаний уже заключила 80 соглашений на микрореакторы для вот таких вот мест добычи полезных ископаемых, заводов, производств, потому что промышленность очень хочет показать устойчивое снижение выбросов в атмосферу и готова уже на ранних этапах покупать такие проекты. Вот с молодежью сделать ничего нельзя. Норильский энергоузел на самом деле такое явление, инженерное чудо, о котором стоит рассказать отдельно. В него входят и гидроэлектростанции, самые северные на планете, и собственное газовое месторождение. Это был первый магистральный газопровод, построенный в условиях крайнего севера. Но есть подозрение, что газ рано или поздно закончится, и джентльмены просто страхуются. Страховаться за счет того, чтобы тащить на Норильск уголь, далековато от Енисея. Это отдельную какую-то надо железную дорогу новую создавать конкретно под уголь. Небезызвестный партнер, на самом деле, Норникель связан с Росатомом не только проектами по литию, и понятно, зачем он нужен. Литиевая аккумуляторная батарея, про литий мы слышим все время, но там кроме этого металла есть еще такой металл, как никель. То есть здесь понятно. На самом деле, благодаря тому, что, как бы мы там к капиталистам не относились, Норникель удержался, у него не схлопнулось производство, не схлопнулась добыча, и только благодаря этому через 90-е годы смог пройти Атомфлот. Единственные заказы, которые шли от Норникеля, то, что у нас атомные ледоколы продолжали работать все эти годы, пока не пошла новая политика в Арктике, держалась только на Норникеле, так что надо иметь в виду. И если вот это решение принято, ну, пока я не на сайте Росатома ничего не видел, не на сайте Норникеля, наверное, съездить надо спросить на месте. В генсхеме обозначено, что там будет 4 энергоблока, ритм 400Н. То есть у ритмов 400 уже мощность 80 мегаватт по сравнению с ритм 200, где 55 мегаватт. И там планируется 4-блочная станция, малая модульная. Такая, на самом деле, серьезная. И, опять же, на самом деле хорошо, что есть Норникель, с которым можно строить и вот такие реакторы. Реактор ритм 400 был необходим для атомного ледокола «Лидер», класса «Лидер», которых изначально мы планировали строить 2, сейчас он остался 1, срок ушел вправо и так далее, и так далее. Причин там множество самых разных, и судостроительный комплекс «Звезда» работает так, как умеет работать, и многое другое, но у Росатома свои планы, то есть он точно знал, что реакторы нужны, проект разрабатывается, и вот здесь, как никогда кстати, Норникель, то есть то, что наработают в Нижнем Новгороде в отдельном конструкторском бюро машиностроения имени Игоря Африкантова, сразу пойдет в дело. А когда дело дойдет до ледокола класса «Лидер», это уже будет поточное производство практически. То, что буковка «Н», ну, это не самые большие изменения, обликовая модель останется той же. У нас еще осталась Рефтинская. Рефтинская, да. Это она, по-моему, будет у нас рядом с нашей самой большой в России угольной электростанцией, да. Рефтинская. Совершенно замечательная электростанция, осколок наших советских времен. Уголь поставляют из Экибастуза, из Казахстана. Продолжает работать. Одно время владельцем была компания итальянская, но сибирская генерирующая компания еще в 2019 году ее выкупила, продолжила, надо отдать должное, все, что касалось экологии этой угольной электростанции. Новые методы работы с выбросами через трубу и новые методы переработки золошлаковых отходов. То есть вот все это продолжается, но я думаю, что с той нагрузкой, которая на Урале сейчас есть,
электроэнергии явно не хватает, поэтому вот такой план. И опять загадочный реактор на быстрых нейтронах. Нет, вот на Рефтинск как раз планируется 2 энергоблока ВВР оптимизированные. 1200. Это будет аналог того, что на Смоленской АЭС. Кстати, на прошлой неделе началось работы, ничего не строительство, а подготовительные работы на стройплощадке Смоленская АЭС-2. Там также будет строиться 2 энергоблока ВВР оптимизированные. Ну да, там, видимо, планировка площадки, вот все это привести в порядок. Но дальше все равно без Ростехнадзора никакой работы не будет, пока не будет получена лицензия. Но я надеюсь, что Росатом с этим справится, как он справлялся обычно. Но тем не менее, до 1942 года, что у нас получается, если 24-й отбросить, поскольку схема еще не утверждена правительством, с 25-го будем считать до 42-го 3 пятилетки, 37 атомных энергоблоков, ну, такой темп, который вполне достоин был бы и Министерства среднего машиностроения, а с учетом зарубежного строительства, ну, остается... Это уже так называемый атомный проект 3.0, я думаю. Да, можно совершенно спокойно ставить галочку, советские мощности мы умудрились превзойти. Кто бы что бы ни рассказывал про украденные полимеры, и как бы он ни извинялся перед Юрой, Росатом, наши атомные проекты, наше атомное машиностроение – это вообще отдельное направление. Понятно, что внутри контура Росатома множество машиностроительных предприятий, но не все. Достаются заказы и тем организациям, которые желают подключиться к атомному проекту. Даже южнокорейские. Но это уже отдельная тема. Я про наши российские. У нас в России есть компании, которые готовы идти в атомную энергетику со своими машиностроительными мощностями, со своим опытом, со своим качеством. Требования очень жесткие. По-моему, Росатом у нас единственная компания, которая добилась того, что если компания заявляется на участие в тендере, к ней просто приезжают на производство и оценивают вообще, возможно это для вас или нет. Но на них не обижаются, потому что они объясняют, почему вы не готовы, чего вам не хватает. Там, вот, надо станок поменять, здесь надо линию технологическую по-другому, ну и так далее. Более того, Росатом развивает проект, так называемый ПСР, производство системы Росатома, где вот частные заводы-изготовители, частные поставщики проходят аудиты и потом внедряют у себя производственную систему Росатома на своих заводах. А что она дает, если так, в общих чертах? Бережливое производство, менеджмент качества, охрана труда. Ну, то есть там целый комплекс методик, в котором Росатом изначально учился в Японии, но сейчас уже развивает собственную систему. Это оптимизация ресурсов трудовых, энергетических, всех возможных, поставка в свое время в нужном месте. Вот. Ну, весь цикл, так сказать, современных производственных систем мировых. Ну, я смотрел одним глазом то, что попадало, так скажем, в открытый доступ в Подольске, на ЗИО Подольск. Там действительно немножко стали меняться цеха. То есть, если надо раньше было бегать за заготовками через пару километров, то сейчас вот все немножечко изменилось. Вроде бы не сильно много, но растет производительность, снижаются затраты. Как бы, вот тут немножко, здесь немножко. На выходе, когда смотришь на полный результат, можешь только удивляться. Вроде ничего героического не произошло. Просто немножко подумали, как сделать удобнее, меньше ходить, меньше делать лишних движений и так далее, и так далее. И очень много из этого думается самими работниками. То есть они могут в инициативном порядке создавать свои собственные ПСР-проекты. У них даже есть целые конкурсы, целая олимпиада этих ПСР-проектов. Они получают за это премии. Вот это такая система модернизации, оптимизации производства. Ну, с одной стороны, как бы что-то новое, с другой стороны, движение рационализаторское в советские времена было более чем распространено, и было время, когда все выглядело несколько иначе. Вот период сталиномики, да, есть завод, вы начали работать, вы используете такое-то количество сырья, получаете вот это на выходе. У вас задание на пятилетку за счет рационализаторских предложений объем сырья снизить вдвое, количество производимой продукции втрое. Вот. И многие в этом соглашались, причем не потому, что это было время сталиномики, потому что за каждое изобретение шла доплата, причем доплата не только человеку, который это придумал, но и, собственно говоря, всему трудовому коллективу. Так что если Росатом умудрился еще и вот эту традицию подцепить, то только на пользу пойдет. Потому что
в любом сложном проекте самая главная ценность – это люди. Если люди думают о своем предприятии, то предприятие начинает работать быстрее. Для этого надо людей только правильно простимулировать, чтобы это было интересно. Что у нас еще крупного, интересного? У нас в атомной отрасли постоянно что-то происходит и за рубежом, и рядом. Естественно, продолжается строительство атомных станций в России. Как мы говорили, 7-8 энергоблоки Ленинградской АЭС, Курская АЭС. Несмотря ни на что, продолжается строительство И в том же темпе. уже утвердительно было сказано, что ввод в эксплуатацию первого энергоблока ВВР ТОИ будет осуществлен в рамках графика. То есть До конца этого года они вроде бы обещали выйти на минимально контролируемый уровень. И о минимальном контролируемом уровне. У нас же есть новости из-за рубежа. Наших партнеров. Мои просто любимые атомщики, это, конечно, Франция, это французский шарм, это очарование атомной энергетики Франции. Фламанвиль. Не успели начать строить, и вот уже вышли на минимально контролируемый уровень. Атомная электростанция Фламанвиль, энергоблок на базе реактора ЭПР-1600 состоялась. На 0,5% от проектной мощности выведен реактор. На 2 дня, даже на 1,5 дня. Необходимо отметить, что эти энергоблоки были впервые построены не во Франции, а в Китае. Да, это большой успех китайского машиностроения. АЭС Тайшань, да, они смогли в Финляндии, наконец, тоже 3-й энергоблок Алкилота, с переменным успехом, но вроде как тоже спустя практически 20 лет строительства заработал. Ну да, Фламанвиль тоже начали строить совсем недавно, в декабре 2003 году. 2007, свеженький совсем недавно, то есть всего в 3 раза превысили срок, и в 3 раза первоначальную смету, но это французский шарм, зато можно любоваться всей Францией. То, что пришлось опять останавливать, ну ничего страшного. 10 лет туда, 10 лет сюда, а тут каких 2-3 месяца. На самом деле, впервые реактор ЭПР-1600 у себя на родине начал работать. Большое достижение. На самом деле, это тоже, в отличие от России, во Франции 2 атомных компании, атомных консорциума. ЭДФ, это компания, которая всегда эксплуатировала атомные электростанции, и Арева, которая сейчас называется Урано, практически прошла через банкротство, но за счет бюджетных вливаний удалось спасти. Вот строительство в Финляндии начинала Арева. Вместе с Сименсом и ЕДФ, глядя на то, как они там мучаются, проваливают сроки, заявили, что вы просто строить не умеете, мы вам сейчас покажем. И стройку во Фламанвиле вела компания ЕДФ изначально. Да, очень интересно будущее Урана, потому что это именно была такая строительная инжиниринговая корпорация, которая гораздо больше звучала, чем EDF, которая отвечала наш Росэнергатом за эксплуатацию. Эксплуатант, да. Но в то же самое время французы смогли починить ту ситуацию прошлого года, когда у них множество АЭС были остановлены из-за жары, нехватки воды, проблемы с коррозией внутри реакторов. И в этом году они подняли свой прогноз выпуска электроэнергии до планируемого хорошего уровня. То есть они, по крайней мере, смогли подтянуть все те станции, которые в том году не работали, когда у них практически тоже был коллапс энергетический. В этом году они более-менее починили все проблемы, и сейчас у них все более-менее нормально. Ну, если они в таком темпе будут обновлять свой старый парк, то начинать надо было уже еще вчера. Если на строительство будет каждый раз требовалось 15-20 лет, то такой серьезный процесс. При этом, на самом деле, у строительства действующего атомного парка во Франции они одолели, по-моему, за 12 лет. В 3 волны вот все эти 58 реакторов были построены. Меньше, чем за 10 лет. Сейчас на один энергоблок уходит, ну, вот в случае Фламанвиля в декабре будет сколько там, 17 лет. Пока начнет выдавать электроэнергию в общую энергосистему, там, глядишь, и совершеннолетие настанет. Так что не все так просто у французов. Дальше у нас новости нашего атомного строительства за рубежом. Китай, Египет, Турция. На этой неделе установили корпус реактора на Тяньаньской АЭС в 8-м энергоблоке. В Эль-Даба состоялся визит главы Росатома и его встреча с премьер-министром Египта, на которой было подтверждено продолжающаяся высокая скорость строительства атомной станции. И одна из компаний «Титан-2» планирует до конца года установить ловушки расплава на 3-м и 4-м энергоблоках.
Это тоже вторая в мире крупнейшая атомная стройка после турецкой. Ну, я так понимаю, если в Турции первый блок Аккуио будет введен в эксплуатацию, то звание крупнейшей атомной стройки уходит в Египет. То есть соревнование вот такое, где больше. Потому что если они ставят ловушки на третий, четвертый блок, это значит все 4 блока строительства. Как только Турция один блок заканчивает, все, египтяне их обогнали. Борис Леонидович, а звание самой крупной стройки АЭС Аккуио получила от АЭС Барака, где буквально вчера был введен в промышленную эксплуатацию последний, четвертый южнокорейский реактор APR-1400 от компании Кепка. И полностью атомная станция теперь сдана в эксплуатацию, и она вырабатывает, по-моему, 25% электроэнергии. Да, там много загадочных вопросов. Само строительство вроде было закончено вот строго в соответствии с графиком, потом какая-то длиннющая пауза с запуском. И теперь для меня самой большой загадкой остается вопрос, а кто там сейчас работает. Потому что как заказчик, так и генеральный подрядчик забыли такой маленький вопрос, что надо было все это время готовить специалистов. И теперь там специалисты всего мира работают. Хороший подход. То есть Да. со своими не получилось, решили собрать везде, кто свободен. Причем технология южнокорейская, ее еще осваивать надо. Если ты оператор станции, то ты точно должен знать, куда ты пришел. И вот интересный момент, что они очень гордятся тем фактом, что 85% электроэнергии АЭС Барака уже продано в виде зеленых сертификатов промышленности города Абу-Даби. То есть они смогли вовлечь в этот проект большое количество бизнеса и промышленных предприятий, о чем все успешно заявляют о сокращении большого количества выбросов в атмосферу. Я с огромной симпатией отношусь ко всей зеленой истории, но тем не менее, раз эти факты имеют место быть, то нельзя их не признавать. Одно из событий на ВЭФе — соглашение Росатома с Бурятией о том, что там будет строиться 300-мегаваттная ветроэлектростанция. И это с Дагестаном. Это в Дагестане. В Дагестане? Это было не на ВЭФе, это было просто отдельное соглашение. Даже, по-моему, в Республике Дагестан было оно подписано вновь. И Росатом будет строить крупнейшую в России, я не помню точное название, Нова какая-то там ВЭС, но это будет, да, крупнейший в России ветропарк в Республике Дагестан. Ну хорошо, пусть будет. А в Бурятии будут биогазовые станции. А вот еще одна новинка, еще одно все зеленое. Ну, раз уж мы в эту сторону двинулись, может быть, пару слов о визите, о государственном визите Владимира Путина в Монголию? Конечно. Там среди прочих участников делегации был генеральный директор Росатома, и приехал он туда не просто так, не полюбоваться степями Монголии, не прогуляться по Улан-Батору, у него какие-то еще там задачи были. Да. Как мы знаем, в Монголии серьезная проблема угольных электростанций, загрязнения воздуха, там достаточно старые технологии, и страна тоже стремится обеспечить свой энергетический суверенитет, энергетическое будущее. И соглашение о строительстве малой модульной электростанции было подписано еще на Атомэкспо. Там дорожную карту. Дорожную карту общую, да. Планируемая мощность от 220 до 330 мегаватт. И вот как раз Алексей Евгеньевич обсуждал технический облик этой станции, возможно, вариант реактора, который там будет строить. Ну, как мы знаем, по примеру Узбекистана, Ритм 200Н, который сейчас строится в Якутии, должен стать такой рабочей лошадкой, серийной, модульной, оптимизированной, с небольшим количеством персонала, с увеличенным сроком перезагрузки реакторов, я уверен. То есть это такое решение для таких стран может быть очень конкурентоспособным. Тем более, что для Монголии это не для Улан-Батора, это для новой столицы Монголии. Да. Весной этого года Хурал принял решение, что новой столицей быть. Она новая, но известно, что все новое хорошо забытое старое. В стародавние времена это был город Каракарум, столица Чингисхана. Ну, такое решение в Монголии приняли, и хорошо, что вот то самое опережающее развитие энергетики, пока планируется, как будет выглядеть город, его уже обеспечивают со всех сторон. От угля Монголия не отказывается, это не такие же дикари, как Европа, чтобы от угля отказываться. Поэтому компания Интеррау будет разрабатывать проект для той же столицы, для новой столицы, угольную электростанцию 120 мегаватт.
То есть вот одновременно два вида генерации для того, чтобы чувствовать себя уверенно в завтрашнем дне. И атомная, и угольная, тем более, что по запасам угля, если мне память не изменяет, Монголия на 6-м месте на Да. планете, 150 Один из миллиардов крупнейших. тонн. Было бы странно, если бы они от этого отказывались. И я уверен, что тот проект, который разработает НТРА, это будет угольная станция нового поколения с куда как меньшей нагрузкой на внешнюю среду. Ну и мне что еще понравилось, вот я прослушал комментарий господина Лихачева по поводу того, что предстоит в Монголии. Есть подозрение, что они не успеют с подготовкой кадров. Это было отдельно обозначено, что кадровый вопрос является самым важным для монгольской стороны. И вроде бы такое решение, что изначально будут наши специалисты, по мере того, как будут готовить монгольских специалистов. Даже, может быть, наша организация будет эксплуатирующей организацией, российская компания. Ну, я так понимаю, контракт в высокой степени готовности, то есть вот они сейчас последние эти организационные вопросы дорешают, и не исключено, что не в этом году, так в следующем мы доживем до обязывающего контракта. Ну, отличное решение от НИАУ МИФИ, открытие филиала вуза, как мы знаем, в Узбекистане, уже состоялся, по-моему, второй выпуск студентов, в Казахстане уже, в Ташкенте тоже открылся филиал, в Таджикистане, по-моему, тоже. Нет, пока еще нет, пока на уровне переговоров, но филиал в Ташкенте работает и работает хорошо, там не самый большой набор, 50 студентов на курс, но два потока уже вышло, уже готовые бакалавры. Если, как и планировалось, лето уже закончилось, но не исключено, что все-таки работы на площадке Узбекской атомной электростанции Должны начаться этим летом. обещали летом. Лето закончилось, мы с тобой в сентябре. А Казахстан в это время объявил о проведении общенационального референдума 6 октября, на котором общество примет решение о том, стоит ли строить крупную атомную электростанцию, первую, при том, что Казахстан является крупнейшим добытчиком урана и одним из уже больших производителей топлива, которое он строит, создает, фабрикует и для Китая, и Но даже пока для... только для Китая. Пока только для Китая. Хотя А для Франции, для Фроматома, наверное, еще нет. Пока нет, но это технология одна и та же. Второе поколение атомных электростанций в Китае – это французские технологии, то есть здесь сквозное решение. Знаменитый Ульбинский комбинат, 200 тонн ядерного топлива в год, то есть на полную мощность он вышел, пока это то, что заказывает Китай, идет туда. И здесь, опять же, вот, осколки советского атомного проекта, добыча урана в Казахстане, обогащение руды в Казахстане, дальше обогащение по содержанию урана 235-го в России на наших заводах. Уральск, Ангарск. Вот. И в обратную сторону, и на Ульбинском комбинате топливные таблетки, типа выделяющие сборки, все делается там. То есть на самом деле такой интегрированный проект. Вот. Я изучал, о чем будет референдум, ну, по крайней мере, мнение Министерства энергетики. Это референдум не о конкретной атомной электростанции, а о приемлемости атомных энергетических технологий для Казахстана. Министр энергетики это неоднократно подчеркивал, потому что на день сегодняшний дефицит по мощностям, не говоря о том, что средний возраст, там, и износ и так далее, вот то, чего не хватает прямо сейчас, то, что вынуждены закупать в основном в России 2,5 гигаватта. То есть, если говорить о проекте первой атомной электростанции, 2 блока общей мощностью 2,5 гигаватта, их уже нет. Этот дефицит уже отыгран. И поэтому Министерство энергетики Казахстана считает, что атомных электростанций Казахстану надо минимум 3. Угу. Одна. Крупной мощности. Там, где у нас когда-то работал реактор на быстрых нейтронах 350 натриевый, вот туда они хотят средней мощности. Либо средней, либо малыми блоками набрать это северо-запад Казахстана, практически изолированный район. Там и проблемы с электросетями, и там достаточно большой объем нефтедобычи, газодобычи. Вот для того, чтобы промышленность обеспечить, им это необходимо. Пока они сидят на том, что у них есть, но там и поломки случаются, и только то, что полное технологическое соединение с объединенной энергосистемой Урала позволяет такие проблемы решать. Либо с этой проблемой жить дальше и все больше и больше закупать у России, а у России свои планы, у нас самих дефицит растет. Ну,
Посмотрим, какими будут результаты референдума. Ждать осталось, в общем, совсем недолго. Группы противников там имеются. Мне довелось поучаствовать в видеомостах, послушать их внимательно. Замечательные люди. Они считают, что намного выгоднее проблему энергодефицита решить за счет ВИЭ. За образец берется решение проблемы в Дании. Вот датская энергосистема огромная. И ее мы хотим распространить на Казахстан. Тем более, что условия... На степи Казахстана. Да, вот там море, здесь степи, немножечко разные размеры. Ну, то есть там две группы противников. Одни считают, что вообще не надо заниматься атомной энергетикой. Уран добывать можно. Исследовательские реакторы как работали, так и работают. Институты физики работают, своя школа есть. То есть... Медицинские изотопы производят, да, которые вот с этим все в порядке. Ядерное топливо производить можно, а атомную электростанцию строить нельзя. И есть вторая группа товарищей, да, атомной энергетики, нет Росатома. Причина: у Росатома отсталая технология. Вот не буду комментировать, а то сорвусь на что-нибудь. Потом запикивать придется. И кроме того, они уверены, что Росатом находится под какими-то санкциями. Под какими неизвестно, но вот такое общественное слушание, общественное обсуждение, слушать пока нечего, вот общественное обсуждение прошло по всему Казахстану, во всех городах. Там экзит-пул, или как это назвать, социологический опрос показывает, что пока перевес на стороне сторонников атомной энергетики, это порядка 55%, по разным оценкам. Там, я видел 52, я видел 64, наверное, в среднем где-то 55. Через месяц все узнаем, услышим. Пока хотелось бы даже вопросы для референдума услышать, как будет сформулирован. И в то же время правительство Швейцарии отменило свой запрет на строительство новых атомных станций и решила активно продлять эксплуатацию существующих 4 энергоблоков и даже, возможно, будет строить что-то новое. То есть они однозначно поменяли свою энергетическую политику буквально неделю назад, и все правительство выступило за положительное отношение к атому, несмотря на то, что они находятся совсем рядом с Австрией. Решение Швейцарии, конечно, интересное. Действительно, у них атомные электростанции работают, действительно, у них есть тесное взаимодействие с атомной энергетикой Франции. Гидроаккумулирующие электростанции в Альпах обеспечивают бесперебойную работу атомных электростанций по ту сторону границы. Симбиоз такой есть. Вообще все этим очень довольны. И французы довольны. У них увеличились паузы между планово-предупредительными ремонтами. И швейцарцы довольны особенно, потому что они покупают электроэнергию для подъема воды ночью, самая дешевая. Там в Европе разница между дневным и ночным тарифом очень высокая. Утренний пик, для того, чтобы не дергать реактор, не менять ему мощность, Франция закупает электроэнергию у Швейцарии, вода падает сверху вниз, в утренний час пика. Швейцарцы очень довольны. Заработок вот он на ровном месте. Решение, конечно, интересное. Из того, что нового сейчас в Европе, это решение Чехии о том, что строительство атомной электростанции, расширение атомной электростанции Дукованы будут вести южнокорейские специалисты, та самая компания Кепка, на которую подали в суд уже и Вестингаус, и французы, как ни странно. Они считают, что технологии, которые были переданы южнокорейским специалистам, использовать за пределами Южной Кореи, они имеют право только с разрешения, соответственно, компании Вестингаус и компании Арана. Поэтому пока все приостановлено, будут ждать решения суда, но Чехия никуда не торопится, в конце концов, не с Росатомом же работать. Потому что когда работают с Росатомом, это те, кто хочет, чтобы у них атомная энергетика появилась, а те, кто хочет рассказывать, как они будут строить, вот у них другой путь. Так что, швейцарцам есть о чем подумать. Да, а чехи крайне амбициозны в своей ядерной программе. Они планируют не только расширение АЭС Дукована, но еще строительство 2 блоков, но еще 2 таких же блоков на АЭС Багунице. То есть всего контракт развивает строительство 4 энергоблоков. И, конечно, мы можем завершить на замечательной Польше и Норвегии. Польша, как всегда, в очередной раз выдала лицензию на один из этапов подготовки к строительству. А Норвегия получила уже 3-ю заявку на строительство малых модульных реакторов. Прекрасно. На самом деле, безо всякой иронии,
Пусть цветут все цветы, пусть у кого-нибудь хоть что-нибудь получается. Я совершенно искренне рад тому, что у южнокорейцев получилось. Первый проект за рубежом, Объединенные Арабские Эмираты. Удастся ли им преодолеть все бюрократические препоны? Как там пройдет суд? Первый этап суда был. Вестингаус подал у себя в стране, в Соединенных Штатах, проиграл. Но это не помешало выйти на какой-то международный суд. Ну, в общем, это надолго. Хочется, чтобы атомной энергетики было больше, потому что если уж говорить о необходимости декарбонизации энергетики, то оптимальный вариант — это все-таки атомная электростанция, гидроэлектростанция, ну и где-нибудь там наверху плотины можно поставить зеркало прямо на турбину, пусть крутится. Так что будем надеяться, что у всех все будет хорошо получаться. Главное, что это будет так же безопасно, как и сейчас. Спасибо, Павел. Точно. Спасибо, Борис Леонидович. Спасибо, всем всего доброго. Всего доброго.